Всем привет! Сегодня я буквально запрыгиваю в последний вагон уходящего поезда ноября. Вы это видео уже посмотрите в декабре. У нас обзор 11-го журнала Low Surprise. В целом мне журнал показался очень интересным. Есть такие моменты, которые мне заполнились особенным образом. Обо всем вам расскажу по порядку. Я уже в предвкушении, каким же он будет декабрьский выпуск журнала. Думаю, уже скоро мы с вами об этом узнаем. Насколько я поняла, что у издательства нет особого спецвыпуска, посвященного именно декабрю месяцу, но в любом случае, я думаю, декабрьский выпуск будет особенным. Ну а сейчас мы с вами отправимся на настоящую королевскую вечеринку Heartbreaker. Вот он, 11-й журнал. Так выглядит его обложка. Это главная персона. Сейчас мы с вами познакомимся с ней поближе. Мне понравился вот этот вот арт. Магия иллюзий. Это как будто наш с вами девиз на этот выпуск. Главная персона у нас покорительница сердец Heartbreaker. В целом в выпуске мы будем учиться говорить комплименты, играть в лото, проходить психологический тест, делать классная подделка. Мне очень понравилось. Много интересных заданий. В целом выпуск очень интересный. Здесь нам предлагают познакомиться поближе с Heartbreaker. Этой девочке не занимать уверенности в себе. Она устраивает вечеринку, приглашает куколок к себе на праздник. Heartbreaker настоящая красавица, такая уверенная. Причем младшая сестренка у нее просто не отстает от средней. Она вот здесь вот говорит: разбиваю сердца с первого взгляда. Такая маленькая, а такая уже дерзкая девчонка. Задание найти лишних куколок. Здесь от большого к маленькому. Все в стилистике. Подбираем наряды для вечеринки. И в целом эта тема, я думаю, интересна многим. Логический ряд с дополнительной активностью в виде раскраски. Очень мне понравилось задание собрать стильный образ. Я вот думаю, вот под вырезание в наш журнал, который я вам покажу позже, когда мы его закончим, мы уже приближаемся к его завершению. Вот это задание, я думаю, будет хорошо вот именно под вырезание. И оно с такой пометкой, что нет правильного ответа. Выбор мы делаем с вами сами. Рубрика «Искусство комплимента» мне показалась очень полезной и милой. Сама помню те моменты, когда у меня моя дочь впервые делала комплименты. Это было очень приятно. И так, это особое становление все-таки человека. Здесь нужно похвалить девочек, но они такие исключительные красавицы. Я думаю, мы множество комплиментов сможем им сделать. Маленькие друзья. Это задание мне тоже очень привлекло. Нужно младшим сестренкам подобрать пэтов. Раскраска по номерам. Психологическое развлечение на тему «Какая ты, уверенная или робкая?». Очень подходит в тематику к нашей главной героине Heartbreaker. Она-то ведь уверенная в себе девчонка. Задание сосчитать мобильники. Кто-нибудь из вас уже получал паспорт? Помните, как вы тренировались делать подпись? Я вот лично помню. А в этом задании можно почувствовать себя настоящей рок-звездой и дать автограф на кассете. Кстати, не уверена, что все современные дети видели подобные кассеты, но вот такой вот очень симпатичный арт. Задание на внимательность. Смотрим, отмечаем.
по заданию куколок, фотография и пазл. В журналах Low Surprise мне нравится то, что пазлы не сильно сложные, вот из 6 элементов, и фотография это смотрится очень красиво. Мне нравится, как в глянцевой поверхности отражаются их силуэты. Вот, и забегая вперед, могу сказать, что в целом в этом журнале присутствуют разные стили артов. Это классические, фотография, плюс там будет еще из мультика. И в целом они хоть и в разном стиле, но все вместе это смотрится очень интересно. А вот постер в этом выпуске мне показался минималистичным. Это вот такая раскраска. И вот постер, который оформленный. Но я уверена, что и на подобный стиль найдутся свои поклонники. Наклейки, которых из заявленных 45 у нас целых 46. Наклейка главной героини Heartbreaker здесь смотрится просто восхитительно. Это прям какой-то прям королевский магнетизм. Очень красивая. Коллекции, по которым я буду составлять эти наклейки, я думаю, будут такие прям обширные. Но посмотрим, что у меня получится. Подписка на журнал. В этом выпуске нам предлагают Low Lotto. Но вот Low Lotto, оно какое-то, на мой взгляд, немножко перемудренное. В том плане, что здесь получается по 12 отделений в карточке, первый и второй. Кстати, игра по традиции для 2 подружек. А самих фишек меньшее количество. То есть я специально внимательно разглядывала, но здесь есть повторяющиеся. На мой взгляд, если я обязательно буду ее делать к нам в каталог, но я думаю, что, возможно, я ее модернизирую в том плане, что я сделаю, скорее всего, чтобы они не повторялись, чтобы детям младшего возраста было легче сориентироваться. Просто каждый достал свои фишки и расставил. Кто расставил быстрее, тот и победил. На мой взгляд, это как-то более логично будет. Но в целом, когда до этого руки дойдут, посмотрю еще. Вот, целый большой разворот для тех, кто любит искать отличия. Такие прям крупные, чтобы было все видно. Здесь история танцевального батла. Красивый арт. Поделка. Поделка просто замечательная, восхитительная. Посмотрите на этого паучка. Ну это же просто прелесть. Здесь нужно дорисовать. Все это логические ряды. Ищем слово дружба. Дружба – это чудо. Мне безумно нравится, как выглядит вот этот арт. Особенно на фоне клетки. Смотрится просто замечательно. Лабиринт. Красивый дизайн. Милый. И здесь он в целом не просто пройти по туннелю. 4 персонажа, которые отправляются в путешествие по этому лабиринту. Вот он, третий стиль арта. Насколько я поняла, это мультик Low Surprise «Дорожное путешествие». Я посмотрела в интернете. Мне кажется, что я даже видела этот мультик, но это, по-моему, было уже давно. Из персонажей, что я нашла, там была Queen Bee, Дива, и не вот эта вот куколка, а какая-то другая. И если я не ошибаюсь, возможно, это была даже наша Center Stage, которая из прошлого выпуска. Но, может быть, это не так. Но здесь вот конкретно вот эти 3 подружки счастливые отправляются гулять без своих младших сестер. Раскраска фантазии и раскраска по образцу.
И завершает этот выпуск красивый подарочный конверт. В глянцевой бумаге вырезанный такой конвертик будет смотреться очень даже красиво. Ну вот и все. Посмотрели мы с вами 11-й выпуск журнала. Будем теперь с нетерпением ждать декабрьский выпуск. В целом выпуск мне показался в хорошем смысле лайтовым. Простые, но интересные задания. Я надеюсь, что он вам понравился так же, как понравился мне. Не забудьте поставить на видео лайк. Я вас очень люблю. С вами была Вика Творчуня. Увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.